На боевом корабле, где под палубой работает ядерный реактор, а у самой койки лежат боевые торпеды, каждый день по расписанию наливали вино. Не тайком, не по праздникам, по приказу. Государство, которое своих же граждан сажало за пьянку, само вписало алкоголь в паёк. Красное сухое каждому, каждый день. Людям, которых запирали на 90 суток в стальной трубе под водой. 90 суток без единого луча солнца. Вот только одно с другим не сходится. Флот, помешанный на дисциплине и на секретности, вдруг заботливо подливает экипажу вина. И главный вопрос даже не в том, зачем, а в том, что за этой чаркой прятали от самих подводников и от нас с вами. 60 суток под водой без единого всплытия. Ни разу не подняться, не глотнуть настоящего воздуха, не увидеть горизонт. Столько в 1965 году прошла атомная лодка К-27, и это был рекорд. А обычная боевая служба на атомоходах холодной войны — 70, 80, 90 суток заперти. 3 месяца жизни, вычеркнутые из мира. Чтобы это ощутить, представьте себе стальную трубу. Внутри больше сотни человек. Не 10, не 20. Сотня с лишним мужчин в замкнутом металлическом объеме, где каждый метр расписан под механизмы, оружие и людей, и лишнего метра нет ни одного. Под палубой работает ядерный реактор. Не выключается ни днем, ни ночью, потому что ночи здесь тоже нет. Он гонит лодку вперед все эти 90 суток, и от него тебя отделяет переборка и защита, но сам он всегда рядом. Ты о нем не думаешь, ты к нему привыкаешь, как привыкает жить у самого края. А в носу, в торпедном отсеке, часть экипажа спит буквально среди боезапаса. Койки крепят прямо там, где лежат боевые торпеды. Человек засыпает, и в полуметре от его лица сталь, начиненная тем, что способна разломить корабль пополам. И это не аврал, не исключение. Это его спальное место на весь поход. Он к ней претерпелся, к этой соседке, дал ей, бывало, имя. Вот в такой обстановке теснота, вечная искусственная ночь, реактор, торпеды у изголовья, флот и наливал людям вино. Каждый день, по расписанию. Красное сухое каждому члену экипажа, независимо от звания. Матрос получал столько же, сколько офицер, и выдавали его не украдкой, а как положенную часть довольствия, вписанную в норму. Сколько именно — вопрос, на котором сходятся не все. Где-то называют 50 граммов в сутки, где-то сотню. Даже заслуженные подводники в интервью говорят по-разному. Мол, раньше была одна норма, потом ее подняли. Так что, честно будет сказать, от 50 до 100 граммов, в зависимости от лодки и времени. Спорить о точной цифре я не стану, врать ровно на этом месте глупо. Важно другое. Вино было, ежедневно, по приказу. И на флоте под это существовал целый ритуал. Звучал сигнал «к вину». Специальный человек, баталер, разливал порцию и по списку выкликал фамилии. Кто-то выпивал свою чарку тут же, кто-то оставлял, но сама сцена, люди в стальной коробке под сотнями метров воды и им по фамилиям раздают красное вино, она въедается в память крепче любой инструкции. Штука в том, что традиция эта старше советского флота. Еще на парусниках русскому матросу полагалась чарка, только не вина, а водки. Целый обряд со своим сигналом, со своим порядком старшинства. Потом уже перед революцией чарку с флота убрали, а после вернули, но не всем и не водку. Вернули вино и вернули именно тем, кто уходил под воду. По медицинским, как тогда сказали, показаниям. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что стоит спросить любого, зачем подводникам вино, и почти каждый уверенно ответит: от радиации, от реактора, чтобы выводило и защищало. Ответ красивый, логичный и всех устраивающий. Только он неправильный. И то, как эта неправда родилась и почему в нее до сих пор верят, отдельная история, к ней мы еще вернемся. Если хотите, чтобы такие истории не пропадали и не оставались лежать под грифом, подпишитесь, дальше их будет больше. А пока запомним картинку. Сотни человек, реактор, вечная ночь и стакан красного по расписанию. Вино в этой картинке — самая мягкая, самая человечная деталь. Куда страшнее было то, чем эти люди дышали. Вот это стоит того, чтобы разобрать всерьез. На 50-е сутки похода воздух в отсеке можно почувствовать кожей. Он густой, теплый, чуть маслянистый, с привкусом железа и человеческого тела. И он не двигается. Его не проветрить. Форточки нет.
Того воздуха, что заперт внутри прочного корпуса, ровно столько, сколько есть, и другого не будет еще месяц. Вот с этого и начнем. Ни с оружия, ни с реактора, с самой простой вещи на свете, которой на суше никто не считает — с воздуха. На подводной лодке дышать нечем в самом буквальном смысле. Люди сидят в замкнутой стальной коробке, кислород расходуют, углекислый газ выдыхают, и если ничего не делать, через несколько часов экипаж просто уснет и не проснется. Поэтому воздух здесь не данность, его производят. Каждый час, каждые сутки, все 90 суток кто-то на борту руками поддерживает саму возможность сделать вдох. Работало это так. Углекислый газ, который выдыхает сотни человек, надо было куда-то девать. Его связывали химией. В ход шли специальные вещества, жадные до углекислоты. Гидроксид лития, например, впитывал ее из воздуха, как соль впитывает влагу. А взамен нужно было отдать кислород. Его давали регенеративные установки. На флоте их звали РДУ — установки химической регенерации воздуха. Внутрь вставлялись пластины особого снаряжения, комплект с маркировкой в 64. И вот тут цифра, от которой становится не по себе. Одна такая установка держала одного человека примерно 64 часа. Меньше 3 суток. Один комплект пластин, один моряк, 3 суток дыхания. А людей больше сотни, а поход — 3 месяца. Считать можно долго, но суть простая. Весь этот воздух надо было непрерывно, посменно, тоннами химии восполнять. Стоило системе сбиться, и коробка начинала задыхаться сама собой. Был и другой способ добыть кислород, попроще и постарше, так называемые кислородные свечи. Металлический патрон, набитый химическим составом, его поджигали, и при горении выделялся кислород. Открытый огонь ради воздуха, внутри лодки, где любой пожар — это приговор. Звучит как безумие, а это была штатная техника. Позже на более новых лодках кислород научились получать чище, разлагая обычную воду электричеством на составные части. Но принцип от этого не менялся ни на грамм. Воздух под водой — не то, чем дышат, это то, что делают. И держал все это на себе конкретный человек — трюмный машинист, старшина команды трюмных. Про него почти никогда не рассказывают. В газетах пишут про командира, про штурмана, про ракеты, а тот, кто следит за газовым составом отсека, кто вовремя меняет выгоревшие пластины, кто по прибору ловит, сколько в воздухе углекислоты, он остается за кадром. Его фамилия в большинстве случаев не сохранилась вообще нигде. И это, если вдуматься, отдельная тихая несправедливость. Человек, от которого напрямую зависело, проснется ли утром сотни его товарищей, растворился в архивах без имени. К этому слою людей, которых никто не записал, мы еще вернемся не раз. Он в этой истории окажется самым больным. А работа у него была такая. Каждые несколько часов — обход. Проверить установки, заменить то, что выработалось, снять показания газоанализатора, прибора, который меряет, чем именно ты дышишь. Если стрелка ползет не туда, если углекислого газа в отсеке становится больше нормы, он должен успеть раньше, чем это почувствуют остальные. Потому что, когда почувствуют остальные, будет уже поздно спохватываться. Теперь про то, что значит дышать плохо на подводной лодке. Это не философия, это чистая физиология, и она неприятная. Когда в воздухе накапливается углекислый газ, тело реагирует раньше, чем ты успеваешь понять причину. Сначала тяжесть в голове. Тупая, давящая, будто на затылок положили ладонь. Потом головная боль, которая не проходит, потому что источник ее никуда не девается. Ты внутри него. Дальше сонливость, постоянная, вязкая. Человек клюет носом на вахте не потому, что ленив, а потому, что мозгу не хватает. Реакции замедляются. Простое действие, которое на берегу занимает секунду, тут растягивается, мысль ворочается медленно, как в полусне. И вот представьте, 50-е, 60-е сутки. Экипаж уже вымотан теснотой и вечной искусственной ночью. Воздух не идеальный, даже когда все исправно, потому что идеальным он тут не бывает никогда. Люди живут с легкой, но постоянной кислородной недостачей. С фоновой головной болью, к которой привыкли, как привыкают к шуму. И при этом обслуживают ядерный реактор, стоят на боевом дежурстве, отвечают за оружие, способное начать войну. Ошибиться нельзя, а голова тяжелая. Вот это сочетание, предельная цена ошибки и притупленный, недокормленный кислородом мозг, оно и есть настоящее лицо подводной службы. Не романтика глубины. Тяжесть в затылке, помноженная на ответственность, которую страшно произнести вслух.
И знаете, что во всем этом задевает сильнее всего? Насколько это буднично. Никто не считал это подвигом. Для трюмного машиниста поменять пластины и снять показания — это не героизм, это вторник. Сотый обход за поход. Он делал это молча, без свидетелей, без наград, и точно так же делал на следующей вахте и через сутки, и через месяц. Вот в таком воздухе, плотном, выработанном, отдающем железом и химией, сотни человек и жила по 3 месяца. И на этом фоне стакан красного сухого, который им наливали по расписанию, начинает выглядеть иначе. Не как поблажка, как одна из немногих вещей на борту, у которой был вкус. Настоящий, живой вкус, а не привкус запертого воздуха. К вину мы еще вернемся вплотную, и там будет своя разгадка. А пока самый честный образ этой главы. Человек лежит на койке в носовом отсеке. Рядом торпеды, над ним сотни метров черной воды. Он засыпает после вахты. И последнее, что он делает перед сном, просто дышит. Медленно, тяжеловато, тем воздухом, который другой такой же человек только что сделал для него руками. На флоте был звук, который ждали. Короткий сигнал, и по отсекам катилось короткое слово «к вину». И как бы человек не устал, что бы ни творилось за бортом, этот сигнал означал одно: сейчас будет минута, которая принадлежит тебе. Раздача вина на корабле никогда не была просто раздачей. Это был обряд, отработанный поколениями, со своим порядком и своими правилами. Занимался им баталер, тот, кто отвечал за припасы и довольствие. Он выносил положенное и по списку выкликал фамилии. Люди подходили по очереди, каждый получал свою мерку. Кто-то выпивал сразу, кто-то нет. Но сам момент, когда тебя называют по фамилии и отдают твою долю чего-то живого, теплого на вкус посреди железа, этот момент значил куда больше, чем сотня граммов вина. И корни у этого обряда уходят глубоко. Гораздо глубже советской власти, глубже атомных лодок. К парусникам. Когда русский флот только строился, при Петре, матросу в дальнем плавании полагалась чарка. Только не вина, а водки, или, как тогда говорили, хлебного вина. Мерка была установлена твердо. 1/100 часть ведра. По-нашему это около 120 граммов. На парусном корабле, где работа шла на износ, где люди мокли, мерзли и надрывались на снастях в любую погоду, чарку считали не баловством, а лекарством. Согреться, снять усталость, прийти в себя. И раздавали ее также с церемонией. Боцман давал сигнал дудкой, и моряки говорили, что этот звук как соловьиная песня. Выносили вино в особой посуде. Порцию делили, большую часть в обед, остаток к вечеру. Первыми по старшинству шли старшие, потом все остальные. Целый маленький спектакль, который повторялся изо дня в день годами. А тех, кто не пил, деньги за неполученное вино не пропадали. Непьющему их выдавали на руки. Копеечка к копеечке. За месяцы и годы службы набегала сумма. И матрос, отказавшийся от чарки, к концу срока получал вполне ощутимые деньги. То есть у человека был выбор – выпить или отложить. Государство честно платило тем, кто предпочитал остаться трезвым. А потом эту традицию отменили. Перед самой Первой мировой, при последнем императоре, чарку с флота убрали. Резоны были разумные. Корабли стали железными и сложными, появились механизмы, точные приборы, оружие, с которым пьяному делать нечего. Логика понятная. Только на флоте ее приняли тяжело, потому что забрали не просто выпивку, забрали обряд, к которому привыкли деды и отцы. Ту самую минуту, когда тебя выкликают по фамилии. Для матроса это была еще и форма уважения, признания, знак, что ты часть команды. И когда все это отменили одним росчерком, флот, мягко говоря, обиделся. Осталась память о том, как было заведено, а заведено было веками. После революции с алкоголем на кораблях покончили, казалось, окончательно. Новая власть, новая дисциплина, спиртному на боевом корабле места нет. И для надводного флота на этом почти все. Но вот дальше начинается то самое, ради чего мы здесь. Потому что вино вернулось. Не всем. Вернулось только под воду. Подводникам его вернули отдельно от остальных. И вернули не как поблажку, не как поощрение, а по медицинским показаниям, с такой формулировкой. Врачи сказали, этим людям в их условиях вино не во вред, а на пользу. Водку убрали навсегда, а красное сухое подводному экипажу оставили и прописали, как прописывают лекарства.
И вот это уже само по себе загадка. Почему именно им? Чем подводник так отличается от матроса на надводном корабле, что одному алкоголь под строгим запретом, а другому его официально наливают каждый день? Что такого в жизни под водой, что медицина вдруг встала на сторону вина? Но прежде чем добраться до ответа, стоит понять простую вещь про сам ритуал. В той стальной коробке, где нет ни дня, ни ночи, где сутки не отличить от суток, где все расписано по вахтам и механизмам, человеку отчаянно нужны точки опоры. Хоть что-то, что повторяется и принадлежит лично тебе. Прием пищи, пересменка. И вот эта минута, когда звучит «к вину» и тебя называют по фамилии, это якорь. Маленький теплый якорь в череде одинаковых суток. Способ почувствовать, что ты еще человек, а не деталь механизма, дышащая выработанным воздухом. И опытные командиры это прекрасно понимали. Дело было не в градусах, дело было в том, что обряд держал людей, давал ритм, давал крохотную радость, которую можно ждать. А когда впереди еще 2 месяца под водой, крохотная радость, которую можно ждать, стоит дороже золота. Так что вино на подводной лодке — это не про выпивку. Это обломок старого флотского уклада, которому нашлось место там, где человеку тяжелее всего. Живая ниточка от парусника к атомоходу, от чарки при Петре к стакану красного у реактора. И все-таки медицинская формулировка была не пустой отговоркой. Врачи действительно считали, что вино подводнику нужно, по вполне конкретным причинам, которые записаны и объяснены. Вот к этим причинам, к официальному ответу на вопрос «зачем?», мы теперь и подойдем вплотную. Ни в одной официальной бумаге о вине подводников нет слова «радиация». Ни одного. Ни в постановлении, ни в комментариях Минобороны, ни в интервью адмиралов. Нигде. Это первое, что нужно уложить в голову, прежде чем идти дальше. Потому что стоит спросить у любого человека на улице, зачем подводникам вино, и с большой вероятностью ответ будет один и тот же. От радиации. От реактора. Чтобы выводило и защищало. Так думают почти все. И в официальных объяснениях этого нет вообще. Как будто говорят про две разные страны. А документ, между прочим, существует, и его можно открыть и прочитать. Правительственное постановление о продовольственном обеспечении военнослужащих. В нем черным по белому расписано, кому и что положено к столу. И там среди строк про мясо, крупу и хлеб есть отдельная позиция – 100 граммов сухого вина в сутки. Не для всех подряд, а для тех, кого перечисляют поименно, я имею в виду по должности. Экипажи атомных надводных кораблей в плавании. Экипажи подводных лодок. Моряки разведывательных кораблей, если выход в море дольше 6 часов. Акванавты и гидронавты, то есть люди, работающие на глубине под повышенным давлением. Все, список короткий и очень конкретный. Обратите внимание, кого туда собрали. Не только атомщиков, обычных подводников тоже. Дизелистов, у которых никакого реактора и близко нет, тоже. Разведчиков на надводных кораблях без всякой атомной энергетики, тоже. И глубоководников. Их объединяет не радиация, их объединяет другое. Замкнутое пространство, малоподвижность, перепады давления и очень долгие тяжелые смены вдали от нормального света и нормального воздуха. Уже интересно. Радиационный фон здесь явно не главный аргумент. Тогда какой? Официально их несколько, и они не выдумка. За последние годы военные сами не раз объясняли, зачем вино нужно, и говорили об этом открыто, для журналистов. Первое объяснение самое приземленное. Пищеварение. Об этом прямо говорил заслуженный подводник, контр-адмирал Виктор Кочемазов. Мысль его была простая. Человек в стальной коробке двигается мало. Вставать почти негде, коридоры узкие, на вахте ты сидишь или стоишь у приборов, спишь на койке шириной в плечи. Настоящей ходьбы, настоящей нагрузки почти нет. Тело в таких условиях начинает жаловаться первым делом на желудок. Организм привык к движению, привык к работе мышц, а тут этого нет, и пища усваивается хуже. Красное сухое, по мнению флотских врачей, эту работу подтягивает. Помогает пищеварению справляться там, где ему в норме помогает обычная ходьба. Второе объяснение про кровь. Уже в наше время об этом рассказывал представитель продовольственного управления Министерства обороны Дмитрий Плотников. Смысл такой. Подводник живет в условиях постоянных перепадов давления. Погружение, всплытие, работа на глубине, работа под герметичной крышкой. Все это отражается на сосудах, на кровообращении.
И тут малая порция сухого вина, по логике медиков, действует как мягкий тонизатор. Помогает сосудам, помогает крови, лучше переносит эти перепады. Третье объяснение про иммунитет и общее самочувствие. Флотские врачи ссылаются на исследования тех, кто занимался питанием военных. Научный институт по этой части в стране есть, и его выводы легли в основу нынешних норм. Идея у них такая. Небольшая доза красного сухого в разумных пределах поддерживает тонус, помогает переносить нагрузки, работает как маленькая витаминная добавка к пайку, где и так есть икра, шоколад и лимоны. Все это про одно и то же, про то, чтобы человек в замкнутой коробке продержался долгий поход и вышел из него живым, здоровым и способным вернуться в море еще раз. И есть еще одна причина, которую военные вслух проговаривают реже, но которая, если по-честному, важнее всех остальных вместе взятых. Настроение. Боевой дух. Подсознание у человека устроено просто. Когда тебе в тяжелых условиях, где никакой роскоши, полагается что-то, чего другим не дают, ты чувствуешь себя выделенным, тебя оценили, признали, что твоя служба особенная. И к своим обязанностям начинаешь относиться иначе, спину держишь ровнее. Малая чарка красного, поданная по расписанию, работает как знак. Командование про тебя помнит, знает, где ты и что тебе положено. Не за просто так, а по норме, по праву. Это не про алкоголь, это про уважение, оформленное в 100 граммов. Иногда еще звучит и четвертая версия, что вино якобы помогает выводить из организма тяжелые металлы. Ее пересказывают на форумах, в популярных статьях, и звучит она красиво. Но в официальных документах и в объяснениях военных ее нет. Это ходячая молва, не флотская медицина. Так что честно ее и запишем. Вроде верят, но подтверждения не найдено. Одной строкой. А теперь сложим все, что есть на бумаге. Пищеварение, кровообращение при перепадах давления, тонус и иммунитет. И признание особого статуса службы. 4 причины, 3 из которых чистая медицина, а 4 — психология. И все. Это полный список того, зачем государство официально наливает подводнику вина. Заметьте, чего в этом списке нет. Нет ни защиты от реактора, ни выведения чего-то радиоактивного, ни слова, которое хотя бы издалека намекало на радиацию. Никакая бумага, никакой врач, никакой адмирал этой связи не подтверждает. И при этом миллионы людей за пределами флота уверены, что вино подводнику наливают именно от радиации. И вот здесь начинается по-настоящему интересное. Потому что когда официальная правда говорит одно, а вся страна повторяет другое, это не случайность. Это значит, что чья-то версия победила. И побеждает она не потому, что правильная, а потому что удобная. Откуда взялся этот миф про радиацию? И главное, почему он так надежно держится десятилетиями? Вот к этому мы и подойдем в следующей главе. И там уже без официальных формулировок. Там про то, как народ сам себе объясняет то, о чем ему не рассказывают. Народ сам себе объясняет то, о чем ему не рассказывают. И объяснение, которое победило, звучит так. Вино от радиации. Красное сухое, икра, шоколад — это чтобы моряки, живущие рядом с реактором, не облучались. Государство молчаливо о них заботится, а мы, простые люди, догадались. Красивая история, и она полностью неправда. Но самое интересное не то, что она неправда. Интересно, как именно она сложилась и почему держится десятилетиями. Потому что миф не берется из ниоткуда. У него всегда есть материал, из которого он вырос. И этот материал был совершенно настоящий. Смотрите, что видел человек со стороны. Открываешь список того, что положено морякам с атомных лодок сверх обычного пайка. И там подряд идут 3 вещи, каждая из которых на советском столе была редкостью. Красная икра, шоколад и красное сухое вино. По небольшой порции, но каждый день. Для страны, где икра в семье была на Новый год и на свадьбу, для страны, где хороший шоколад — это подарок, а не будни, такой набор бросался в глаза. Взрослому человеку в очереди за колбасой было понятно, просто так подобное не выдают. Значит, зачем-то надо. И дальше мозг делает простой шаг. А что общего у этих людей, кроме моря? Атомный реактор. Именно он отличает атомную лодку от обычной. Икра, шоколад и вино на атомоходе значит дело в атоме. Логика собирается за 2 секунды, и вроде даже не поспоришь. Только в этой логике есть один тонкий изъян.
Вино дают не только атомщикам. Его получают моряки на обычных дизельных подводных лодках, где никакого реактора близко нет. Его получают разведчики на надводных кораблях. Его получают глубоководники, работающие под давлением в специальных аппаратах. Это уже трудно свести к атому. Атома у них нет, а вино есть. Но такие тонкости в народной картине мира не задерживаются. Общий вывод про радиацию оказался проще и заманчивее, чем длинное объяснение про пищеварение, кровообращение и малоподвижность в замкнутом объеме. Простое всегда побеждает точное, особенно тогда, когда точное никто толком не рассказывает. И вот тут самое важное. Миф про радиацию держится не потому, что люди глупые. Он держится потому, что вокруг этой темы очень много официального молчания. Все, что связано с ядерными установками на флоте, в советское время было закрыто. О сроках службы молчали. О реальном облучении молчали. Об авариях молчали особенно. Люди возвращались с боевой службы, и им прямым текстом было сказано, о чем говорить нельзя. Ни с женой, ни с родителями, ни с друзьями. Слова «реактор», «облучение», «авария» из семейных разговоров вычеркивались. А вопросы у людей были, никуда они не девались. И на пустое место, где должен был лежать честный ответ, приходило все, что угодно. Приходили в том числе такие вот народные объяснения. Раз молчат, значит что-то серьезное. Раз серьезное, значит атом. Раз атом, значит вино от радиации. Логика замкнулась. И заметьте, она получается не назло государству, а как бы вместо него. Государство не рассказывает, что происходит с людьми у реактора, а люди сами себе рассказывают что-то доброе. Не моряков губят, а моряков берегут. Не облучаются, а пьют вино, чтобы не облучаться. Так спокойнее, так проще жить. Отдельно надо сказать про то, как этот миф получил вторую жизнь совсем недавно, уже в наши дни. После крупной радиационной аварии на японской атомной станции Фукусима в 2011 году в интернете пошел вал материалов про пользу красного вина. Пейте красное, оно защищает от лучевой болезни. Оно спасает при онкологии. Ссылались на какие-то исследования, повторяли из статьи в статью. И тема подводников тут же встала рядом. Вот, мол, смотрите, не зря же нашим морякам дают. Значит, тоже поэтому. Потом появилось объяснение красивее, уже наукообразное, что в красном вине содержатся полезные вещества, так называемые антиоксиданты. Среди них особенно упоминают одно с трудным названием — ресвератрол. И что эти вещества, дескать, помогают клеткам сопротивляться повреждениям, в том числе от радиации, укрепляют сосуды, замедляют старение. Такие объяснения можно найти в свежих популярных материалах, буквально этого года и прошлого. Проблема здесь одна. Все это — сегодняшнее объяснение, которое пытается задним числом натянуть на советскую практику. Когда подводникам возвращали вино, никто ни про какие ресвератролы не знал. Их выделили и стали изучать много позже. Ни один советский флотский документ, ни одно советское медицинское заключение по этому поводу к антирадиационному эффекту вина не апеллирует. Ни одно. Это красивая современная надстройка. Наука наших дней объясняет старую традицию так, как ей удобно объяснять. А традиция сложилась совсем по другим причинам, и мы про них уже говорили. Пищеварение, кровь, тонус, знак особого статуса. Получается вот что. Настоящих причин у вина 4. И все они скучные, домашние, про здоровье и про уважение. А миф один, но зато красивый. Государство защищает своих подводников от невидимого страшного врага. И этот миф в народной голове бьет 4 скучных причины на раз. Потому что он дает то, чего скучные не дают — ощущение смысла. Ощущение, что за молчанием стоит забота, а не пустота. И вот тут пора сказать вслух то, ради чего вся эта глава. Миф про вино и радиацию — это, если хотите, светлая тень. Тень от того, о чем молчали по-настоящему. Люди догадывались, с реактором что-то не так. С людьми у реактора что-то не так. Служба под водой обходится дороже, чем показывают на парадах. Догадывались, а спросить негде и не у кого. И придумывали себе добрую версию. Потому что настоящая была слишком тяжелой, чтобы носить ее в голове каждый день. О реальной цене службы под водой мы теперь и поговорим. Без мифов и без утешительных версий.
И начнется этот разговор не с реактора и не с аварии. Начнется он с того, что происходило с людьми в самой обычной штатной автономке. С головой, с психикой, с человеком, который 90 суток живет в стальной коробке и старается не сойти с ума. Под водой отменяется главное, к чему человек привык за всю свою жизнь. День и ночь. Их больше нет. Свет в отсеках горит одинаковый круглые сутки. Солнце не встает и не садится. И через неделю ты уже не чувствуешь, утро сейчас на поверхности или глубокая ночь. Организм теряет опору, которую эволюция вбивала в него миллионы лет. И это только начало разговора о том, что происходит с головой под водой. Тело меряет время по свету. Светло — бодрствуй, темно — спи. Отними свет, оставь ровное электрическое сияние на 3 месяца, и внутренние часы начинают плыть. Сон приходит не тогда, когда устал, а когда положено по расписанию вахт. А вахты идут по кругу, без выходных, без разницы между понедельником и субботой, потому что ни понедельника, ни субботы здесь тоже нет. Есть только смена, отдых, снова смена. Одни сутки неотличимы от других настолько, что люди теряют счет дням и специально делают зарубки, чтобы не забыть, сколько уже прошло. Теперь добавьте к этому тесноту. Личного пространства у подводника нет вообще. Койка шириной чуть больше плеч, над лицом переборка или чужая койка в считанных сантиметрах. Рядом всегда люди. Всегда. Ты ешь на людях, спишь на людях, работаешь на людях. И уединиться, побыть одному хотя бы 5 минут физически негде. На берегу мы не замечаем, как это важно, просто иногда закрыть за собой дверь. Здесь дверь закрыть некуда. Сотни мужчин месяцами трется локтями в железном объеме, где каждый знает про каждого все, и деться от этого невозможно. Прибавьте однообразие. Одни и те же лица, одни и те же переборки, один и тот же гул механизмов, который не смолкает ни на секунду. К нему привыкаешь, но он все равно давит на психику фоном, сутки за сутками. Ни ветра, ни дождя, ни запаха травы, ни птицы за окном. Мозг, устроенный, чтобы обрабатывать бесконечный поток впечатлений внешнего мира, вдруг оказывается в коробке, где впечатлений почти нет. И он начинает страдать от этого не меньше, чем тело страдает от нехватки движения. А поверх всего этого лежит то, о чем вслух старались не думать. Постоянное присутствие противника. Лодка ведь не на прогулке, она на боевой службе. Где-то рядом, в той же черной воде, ходят чужие корабли и чужие субмарины, которые ее ищут. Экипаж живет с этим знанием каждую секунду. Ты не просто заперт в железе на глубине. Ты заперт там, где тебя выслеживают, и где в любой момент может начаться то, к чему вся эта служба и готовит. Люди месяцами несут этот груз молча, не показывая его друг другу. Потому что показать страх нельзя, а не чувствовать его невозможно. И вот на этих же людях цена ошибки, которую трудно с чем-то сравнить. Под рукой реактор, под рукой оружие. Каждый на своем посту отвечает за узел, от которого зависят жизни всех остальных. Права на «я устал», «я не в себе», «дайте отдохнуть» здесь нет. Вахту надо отстоять, чтобы у тебя не творилось внутри. С тяжелой от плохого воздуха головой, с расшатанным сном, с этим невысказанным напряжением в груди. Отстоять четко, потому что цена сбоя — не выговор, цена сбоя — катастрофа. Психологи, которые потом изучали подводников, описывали характерные вещи. Накопленную усталость, которая не снимается сном, раздражительность к концу похода, когда даже привычка соседа жевать начинает бесить до дрожи, апатию, когда все безразлично, тревожность, которая поднимается ближе к возвращению, а не наоборот. Люди уходили в поход одними, а возвращались вымотанными до самого дна, и восстановление занимало недели. Это не слабость характера. Это нормальная реакция здоровой психики на очень ненормальные условия. И вот теперь вернемся к тому, что я обещал раньше, к ритуалу вина. Помните, в самом начале мы говорили про сигнал к вину и про то, что дело там было не в градусах. Вот сейчас это можно понять до конца. В мире, где стерты день и ночь, где сутки не отличить от суток, где нет ни уединения, ни впечатлений, ни нормального сна, человеку отчаянно нужны точки, за которые можно держаться. Маленькие островки порядка — то, что повторяется каждый день в одно и то же время и принадлежит лично тебе. Прием пищи — такой островок. Пересменка — островок. И та самая минута, когда звучит сигнал, и тебе по фамилии отдают твою чарку красного — тоже островок. Не выпивка, метка в бесконечном сером времени,
Способ сказать себе: прошли еще одни сутки, я их прожил, я еще здесь, я еще человек. Опытные командиры это понимали без всяких психологов. Они видели, что ритуал держит людей крепче, чем любой устав. Дает ритм там, где ритм потерян. Дает крохотную радость, которую можно ждать, когда ждать больше нечего. Вот зачем на самом деле нужен был этот стакан. Не от радиации, о которой шумит миф. И даже не только для пищеварения, о котором говорит документ, а чтобы удержать голову на месте в условиях, которые голову ломают. И знаете, что во всем этом самое тихое и самое тяжелое? Что об этой стороне службы вообще не принято было говорить. Про рекорды глубины говорили. Про мощь флота говорили. А про то, что человек выходит из автономки выпотрошенным, что месяцы под водой обходятся психике дорого, молчали так же, как молчали про все остальное. Это не считалось. Это было личное дело каждого — справляться самому. И вот финальный образ этой главы. Ни авария, ни взрыв, ничего громкого. Просто человек. Молодой офицер или матрос, которому нет и 30. Он лежит на койке после вахты в ровном электрическом свете, который не гаснет никогда. Он не может уснуть, хотя вымотан. Над ним сотни метров черной воды, вокруг спящие товарищи, гул механизмов, запертый воздух. Он лежит с открытыми глазами и считает про себя, какие сегодня сутки похода. Сбивается, считает заново. И где-то там, на поверхности, которой он не видел уже 1,5 месяца, в это время то ли утро, то ли вечер, он не знает, какое именно, и спросить не у кого. 24 мая 1968 года на атомной подводной лодке К-27 случилось то, чего экипаж не видел и почти не мог почувствовать. Реактор начал убивать людей. Тихо, без взрыва, без огня. Один моряк погиб прямо на борту, еще 8 умерли позже, в госпитале. А сама лодка в этот момент возвращалась домой, и большинство на ней даже не понимало, что уже произошло. Вот здесь тот самый реактор, к которому все привыкли, о котором старались не думать, перестает быть фоном и становится тем, чем он был на самом деле — соседом, способным убить, не издав ни звука. Чтобы понять, что случилось на К-27, надо разобраться в одной простой вещи. Как вообще реактор гонит лодку и почему он смертельно опасен, даже когда все исправно? Работает это так. В сердцевине реактора, в активной зоне, идет ядерная реакция и выделяется огромный жар. Этот жар надо снимать и превращать в движение. Для этого сквозь раскаленную зону непрерывно прокачивают теплоноситель, то, что забирает тепло. Труба с этим теплоносителем, идущая через саму активную зону, называется первый контур. Запомним это слово, оно еще прозвучит. Первый контур — это то, что течет вплотную к ядру реакции, и потому оно радиоактивно и смертельно опасно. Пока эта жидкость бежит по замкнутым трубам за толстой защитой, все нормально, люди живут рядом и ничего не чувствуют. Но стоит первому контуру потерять герметичность, стоит ему где-то прорваться наружу, и невидимая смерть выходит в отсек. На К-27 реактор был особенный, экспериментальный. В нем в качестве теплоносителя использовали не воду, а расплавленный металл. Штука передовая, но капризная. И во время работы на этой лодке произошел сбой в активной зоне. Часть тепловыделяющих элементов разрушилась, обстановка внутри реактора вышла из-под контроля, и радиоактивные продукты пошли туда, где им быть не положено, в отсеке. Туда, где дышали и работали люди. Самое страшное в облучении, что его не чувствуешь в момент, когда получаешь. Нет боли, нет ожога, нет запаха. Человек стоит на посту, делает свою работу и в эти самые минуты получает дозу, которая уже все решила. Он выйдет с вахты живым, будет разговаривать, шутить, есть, а через несколько часов начнется то, что уже не остановить. Именно так это и было на К-27. Люди какое-то время оставались на ногах и не понимали, что произошло непоправимое. Лодку привели на базу. Экипаж пострадал весь. Кому-то досталось больше, кому-то меньше, но чистых не осталось. И вот здесь включается вторая часть этой истории, не техническая, государственная. Про аварию не сказали никому. Она легла под гриф секретности и пролежала там десятилетиями. Родственникам не объясняли, что случилось. В официальных бумагах старались не писать прямо. Люди, получившие тяжелое облучение, лечились, но правда об их диагнозах и о причине была закрыта наглухо.
Страна узнала об этом много позже, когда рассказывать стало можно. И вот что здесь важно понять. К-27– это не какой-то единичный, выпавший из общего ряда кошмар. Это часть системы. Советский подводный атомный флот рождался в страшной спешке, в гонке с противником, и за эту спешку платили экипажи. Реакторы были новые, недоведенные. Аварии– не редкость, а почти неизбежность. И почти каждая такая авария сопровождалась одним и тем же вторым действием– молчанием. О радиационных ЧП не сообщали, их прятали. Прятали цифры, прятали диагнозы, прятали имена. Вспомните теперь, о чем мы говорили 2 главы назад. Про миф, будто вино защищает подводников от радиации. Про то, что этот миф вырос на пустом месте, оставленном официальным молчанием. Вот оно, это молчание, в чистом виде. Реактор действительно был опасен. Люди действительно облучались и умирали. А сверху лежала крышка секретности, и наружу не выходило ничего. Народ чувствовал, что за темой атомного флота стоит что-то тяжелое, но вместо правды получал тишину. И заполнял ее как умел, доброй сказкой про целебное вино. Только правда была не про вино. Правда была про первый контур, который однажды прорывается. Про людей, которые получают невидимую дозу и еще несколько часов не знают об этом. Про 8 умерших в госпитале после одного единственного похода. И К-27 даже не самая известная из этих историй. Она была не первой. За 7 лет до нее, в самом начале нашего атомного подводного флота, произошло то, что стало для всего этого флота меткой на всю его жизнь. Авария такой силы, что лодку, на которой она случилась, моряки между собой прозвали именем сожженного атомом города– Хиросима. Там все было еще страшнее. И там впервые в полный рост встал вопрос, который потом будет всплывать снова и снова. Сколько стоит человеческая жизнь, когда на кону гонка 2 сверхдержав? О той лодке, о том походе и о людях, которые пошли в реакторный отсек, зная, чем это кончится, следующая глава. 8 человек. Столько погибло, чтобы остальные 100 с лишним вернулись домой живыми. И умерли они не от вражеской торпеды, не в бою. Они умерли, потому что своими руками полезли туда, откуда они уже знали, живыми не выходят. В реакторный отсек собственной лодки. Это случилось 4 июля 1961 года. Лодка называлась К-19. Первый советский атомный подводный ракетоносец, гордость флота, только что построенный корабль. Тот самый, что позже моряки прозовут Хиросимой. Она была в море, на учениях, в Северной Атлантике. Шла своим ходом на глубине, вдали от родных берегов, недалеко от чужих натовских баз. И глубокой ночью в кормовом реакторе упало давление. В том самом первом контуре, о котором мы говорили. В трубах, что несут раскаленный радиоактивный теплоноситель вплотную к ядру реакции. Приборы показали 0. Охлаждение реактора срывалось. А это означало самое страшное, что может случиться с реактором. Без охлаждения активная зона начинает разогреваться сама от себя, все сильнее и сильнее, и дело идет к расплавлению, к тепловому взрыву. Рядом чужие берега, на борту баллистические ракеты, и потенциально это не просто гибель корабля. Это могло стать искрой, от которой вспыхнуло бы что-то куда большее, чем одна лодка. И вот тут выясняется деталь, от которой холодеет спина. На этой лодке, на первой в своем роде, конструкторы не предусмотрели штатной системы аварийного охлаждения реактора. Не было готового решения на случай, если первый контур откажет. Его просто не заложили. Значит, систему надо было придумать и собрать прямо здесь, в море, на разваливающемся реакторе, из того, что есть под руками. Командовал лодкой капитан 2-го ранга Николай Затеев. Он понял ситуацию сразу и понял, чем обернется для людей то, что сейчас придется сделать. Кому-то надо войти в реакторный отсек. Проложить туда трубы, подать воду на раскаленную зону, сварить наспех ту самую аварийную проливку, которой не было. А это работа вблизи открытого источника излучения. Работа, после которой человек обречен. Затеев это знал, и все, кого он собирался туда послать, тоже это понимали. Аварийную группу возглавил совсем молодой офицер, лейтенант Борис Корчилов. Ему было 23 года. По-хорошему, он мог бы и не идти, но пошел первым, поднял за собой людей и повел их в отсек. Я не буду описывать, что происходило с ними там и что было потом. Скажу только о сути. Они входили в отсек живыми, полными сил, делали свою работу у реактора.
и выходили уже другими людьми. Свое дело они сделали, систему собрали, воду подали, реактор охладили. Расплавление не произошло, теплового взрыва не произошло, лодка не погибла, и та самая большая беда, которой все могло обернуться, не случилось. 100 с лишним человек экипажа остались жить, а те, кто ходил в реакторный, начали умирать. 8 человек ушли в течение ближайших недель, с 10 по 23 июля. Лейтенант Борис Корчилов. Главный старшина Борис Рыжиков. Старшина Юрий Ордочкин. Старшина Евгений Кошенков. Матрос Семен Пеньков. Матрос Николай Савкин. Матрос Валерий Харитонов. И капитан-лейтенант Юрий Павстьев. 8 имен. Запомните их хотя бы на несколько секунд, потому что очень долго их не знал вообще никто. Вот здесь самое главное во всей этой истории. Не сама авария, то, что было после нее. Моряков привезли в госпиталь. Их лечили от того, что они получили, от тяжелейшего облучения, от лучевой болезни. Но в документах писали не это. В историях болезней у людей, получивших смертельные дозы радиации, ставили диагноз, от которого до сих пор оторопь берет. Астенно-вегетативный синдром. Если по-простому, общая слабость, расстройство нервной системы, переутомление. Так записывали лучевую болезнь. Так на бумаге выглядела гибель людей от реактора. Сделано это было не по врачебной ошибке. Сделано намеренно. Вся авария получила гриф «секретно». Правды не должно было существовать нигде. Ни в медкартах, ни в разговорах, ни в памяти страны. Семьям погибших не объясняли толком, что произошло. Выжившие годами молчали, потому что дали подписку и потому что рассказывать было нельзя. Подвиг был, а признания подвига не было, потому что признать подвиг значило признать катастрофу. А катастрофы, по официальной версии, не существовало. Страна узнала об этих людях только в 1996 году, спустя 35 лет. Треть века эти 8 имен и то, что за ними стоит, пролежали под замком. Целое поколение выросло, состарилось, а подвиг все это время как будто и не был совершен. Вот теперь вернитесь мыслью к тому, с чего мы начинали весь этот разговор, к мифу про вино от радиации, к доброй народной сказке, что государство тихо бережет своих подводников от невидимого врага. Люди придумали эту сказку, потому что чувствовали, за атомным флотом стоит что-то огромное и страшное, о чем молчат. И они были правы, что чувствовали. Вот оно, то, о чем молчали. Не про целебное вино, про 8, которые пошли в реакторный отсек, чтобы спасти остальных, и умерли под чужим диагнозом, в тишине, на 35 лет, вычеркнутые из истории. Если и есть в этом видео момент, ради которого стоит остановиться, то он здесь. Поставьте лайк в память тех, кто вошел в тот отсек. Это единственное, что мы теперь можем для них сделать. Не дать им снова исчезнуть. И среди этих 8 тот самый лейтенант Борис Корчилов, 23 года. Система охлаждения, которую он и его люди собрали своими руками той ночью на умирающем реакторе, оказалась настолько верной, что ее потом сделали штатной. Ее ставили на другие реакторы, и на подводные, и на надводные, и даже на атомных станциях. То, что придумали наспех, чтобы не погибнуть, спасало людей еще долгие годы. Он об этом уже не узнал. Ему было 23, и у него впереди должна была быть целая жизнь. А осталась одна ночь и одно решение — войти первым. К-19 не имела права не выйти в море тем летом. Даже недостроенная, даже сырая, даже с недоведенным реактором. Потому что за океаном уже ходила американская лодка «Джордж Вашингтон», первый в мире подводный ракетоносец, способный нанести ядерный удар из-под воды. И пока у одной стороны такое оружие было, а у другой еще нет, эта другая сторона не спала спокойно. Так объясняет ту спешку историк Александр Никишин, много лет занимавшийся судьбой этого экипажа. Наличие в океане американского ракетоносца не давало покоя советскому руководству, и ответ нужен был не когда-нибудь, а срочно. Сроки по К-19 подгоняли, не считаясь тем, готова лодка или нет. Готовность измерялась не безопасностью экипажа, а датой в графике. И вот здесь все, о чем мы говорили в прошлых главах, складывается в одну картину. Не в набор отдельных несчастий, а в систему. Смотрите, как это работало. Две сверхдержавы вошли в гонку, где отставание означало смертельную опасность для страны.
В этой гонке подводный атомный флот был одной из главных ставок. Лодки требовались быстро и во множестве. Реакторы были новые, толком не испытанные, а времени на доводку не давали. Значит, доводить приходилось уже в походах, живыми людьми. Аварии в такой логике переставали быть случайностью. Они становились почти неизбежной платой за скорость, за то, чтобы догнать, за паритет. А раз аварии неизбежны, но признавать их нельзя, потому что это и военная тайна, и удар по престижу страны, значит, нужно молчание. Плотное, системное, на всех уровнях. И вот оно выстраивается само собой, слой за слоем. Слоев этого молчания было несколько, и разобрать их стоит по отдельности. Потому что молчали по-разному и молчали разные люди. Первый слой — сами моряки. Те, кто выжил и все видел своими глазами. Они дали подписку о неразглашении и держали ее десятилетиями. Не рассказывали ни женам, ни детям, ни друзьям. Человек носил в себе гибель товарищей, носил память о том, что сам пережил у реактора, и молчал. Потому что за слово мог поехать далеко и надолго. Это молчание по приказу. Второй слой — врачи. Те, кто лечил облученных и прекрасно понимал, что перед ним лучевая болезнь. А в карту писал переутомление и расстройство нервной системы. Медики знали правду в мельчайших деталях, по анализам, по симптомам, и оформляли эту правду ложью, потому что так было велено. Это молчание в документах. Третий слой — семьи. И вот это может быть самое горькое. Родные годами не знали, что на самом деле случилось с их сыном, мужем, отцом. Им говорили размыто: заболел, ослаб, сердце. Женщина хоронила мужа, не понимая, от чего он умер молодым и сильным. Дети росли, не зная, что их отец совершил. Люди жили рядом с подвигом и рядом с трагедией, и им не давали даже права это знать. Это молчание внутри собственной семьи. А есть и четвертый слой, самый тихий. Тот, о котором труднее всего говорить, потому что от него почти ничего не осталось. Это те, кого не опросили никогда, кого не записали. Рядовые матросы, старшины, чьи фамилии не попали ни в один рассказ, ни в одну статью, ни в одну книгу. Мы с вами уже встречали такого человека раньше, того трюмного машиниста, что своими руками держал живым воздух в отсеке и чье имя не сохранилось нигде. Таких были не единицы. Целые экипажи прошли через тяжелые походы, через переоблучение, через то, о чем нельзя рассказывать, и ушли из жизни, не оставив свидетельства. Их не расспросили, пока они были живы. Их истории умерли вместе с ними. И вот этот слой людей, которых история просто не заметила, он в этой теме и есть самое темное место. Потому что про К-19 мы хотя бы узнали, а про сколько таких же не узнали никогда, не скажет уже никто. И вот теперь, когда все эти слои перед нами, вернемся к вину, к тому, с чего начинали. Получается картина почти невыносимая по своему контрасту. С одной стороны, крошечная, аккуратная официальная забота. 100 граммов красного сухого в сутки. Икра, шоколад, лимоны в пайке. Государство подливает подводнику вина, чтобы лучше работало пищеварение и держался тонус. Все расписано, все по норме, все задокументировано до грамма. А с другой стороны, гигантское официальное молчание о настоящей цене этой службы. О том, что реактор убивает, что люди облучаются и умирают, что подвиг ликвидаторов вычеркивают из истории на 35 лет и хоронят под фальшивым диагнозом. Про вино — бумага, цифра, забота. Про смерть — тишина, гриф, пустота. И вот тут окончательно становится ясно, чем на самом деле был тот миф про вино от радиации. Он был ширмой, удобный для всех. Народу он давал добрую версию вместо страшной правды. Не наших губят, а наших берегут. А государству эта же сказка была на руку, потому что она уводила разговор в сторону. Пока люди спорят, помогает ли вино от облучения, они не спрашивают главного. А сколько человек это облучение получило? И где их могилы? Маленькая заметная забота о вине заслоняла собой огромную незаметную цену. Одно прикрывало другое почти идеально. Я не хочу сказать, что кто-то сидел и специально придумывал эту подмену. Вряд ли все было так расчетливо. Скорее, оно сложилось само. Система, которой нельзя признавать свои жертвы, естественным образом обрастает мелкими, видимыми знаками заботы и глухим молчанием обо всем тяжелом. А народ достраивает остальное сам, как ему спокойнее. Так и вышло, что символом заботы о подводниках стал стакан вина, а не память о тех, кто за эту службу заплатил жизнью. Прошло много лет.
Страны, которая все это засекретила, давно нет. И почти все в этой истории с тех пор изменилось. Кроме, как ни странно, одного. Вино подводникам наливают до сих пор. И вот с этого, с того, что дожило до наших дней, а что нет, мы и продолжим. Вино подводникам наливают и сегодня. Спустя больше полувека после К-19 в другой стране, при другом флаге, при другой армии, тот самый стакан красного сухого по-прежнему стоит в пайке. Традиция, начавшаяся при парусах и вернувшаяся под воду по медицинским показаниям, дожила до наших дней почти без изменений. И теперь у нее есть даже точный адрес в законе. Не флотская привычка, не устное правило, а строка в правительственном документе. Постановление о продовольственном обеспечении военнослужащих, подписанное в конце 2007 года. Там все прописано. 100 граммов сухого вина в сутки тем, кто уходит под воду и на глубину. Красное сухое осталось ровно тем же островком в череде одинаковых суток, каким было для моряков К-27 и К-19. Меняются лодки, меняются эпохи. Стакан остается. Хотя, если честно, и тут не все однозначно. С точной нормой до сих пор путаница. В одних формулировках звучит 100 граммов, в других — 50. Заслуженные подводники в интервью вспоминают, что при них норму однажды повышали. Так что даже сегодня, когда все вроде бы записано в постановлении, единой простой цифры нет. И это, если вдуматься, довольно точный портрет всей темы. Даже в самой безобидной ее части, в вине, стоит копнуть, и начинаются разночтения. А вот что изменилось по-настоящему, так это сама возможность выжить в стальной коробке. Здесь прогресс огромный, и слава богу. Помните те кислородные свечи из начала? Патроны, которые поджигали, чтобы получить кислород. Открытый огонь ради воздуха внутри подводной лодки. Помните регенеративные установки, где одного человека хватало на несколько суток, и все это надо было менять руками, посменно, тоннами химии? Так вот, на современных лодках воздух добывают иначе. Кислород получают прямо на борту, разлагая обычную забортную воду электричеством на составные части. Углекислый газ убирают специальные системы очистки, работающие непрерывно под контролем автоматики. Пресную воду тоже добывают из моря опреснителями. Лодка стала гораздо больше похожа на место, где человек может жить, а не только выживать, стиснув зубы. Автономки при этом стали еще длиннее. Если в холодную войну 3 месяца под водой были пределом, то сейчас современные лодки способны оставаться в глубине заметно дольше. Техника шагнула далеко, а вот человек внутри нее остался прежним. Ему по-прежнему нужен воздух, который кто-то поддерживает. Ему по-прежнему тяжело без солнца и без счета дням. И ему по-прежнему, как и полвека назад, наливают вина, чтобы чуть легче держалась голова. Но самое важное, что случилось за эти годы, не про технику, про память. Историю К-19 рассекретили. То, что 35 лет лежало под грифом, наконец вышло на свет. А подвиги экипажа стали писать, стали говорить вслух. И тут выяснилась горькая вещь. Когда об этом узнали, оказалось, что могилы тех самых ликвидаторов, погибших в 61-м, в запущенном состоянии. Люди, спасшие 100 с лишним товарищей и предотвратившие огромную беду, десятилетиями лежали в забвении, потому что подвига официально как бы не было, а значит и ухаживать было незачем. Это заметили. Нашлись те, кто прочитал, наконец, опубликованную правду и не смог пройти мимо. Появилась идея поставить погибшим настоящий памятник, и его поставили. Мемориал героям-подводникам К-19. Скульптор сделал его в виде силуэта лодки, объединяющей надгробия, а на рубке 2 моряка. Один держит атомное ядро, другой приваривает трубки к крышке реактора. Та самая работа, та самая ночь, ради которой 8 человек вошли в отсек, застывшая теперь в камне. А сама лодка? У К-19 была долгая и тяжелая судьба. После той первой аварии на ней случались и другие беды. Прозвище «Хиросима» она, к сожалению, оправдывала не раз. Она служила еще много лет, потом ее вывели из состава флота, а в начале 2000-х начали разбирать на металл. Но рубку, верхнюю часть, ту, что поднимается над корпусом, сохранили. Не пустили под резак. Ее отстояли ветераны, те, кто на этой лодке служил и не хотел, чтобы от нее не осталось совсем ничего. И вот эта рубка стоит теперь на суше как памятник. Кусок настоящей боевой лодки, поднятой из моря и поставленной на землю, чтобы к нему можно было прийти, постоять рядом, положить цветы. Есть в этом что-то правильное.
Командир той лодки, Николай Затеев, тот самый, что в ту ночь принимал решение и спасал остальных, пережил своих погибших моряков на многие годы. Он молчал почти всю жизнь, как и все. Записи о том походе он начал делать только в старости и долго не давал их читать даже семье. А рукопись передал родным всего за несколько дней до смерти, в конце 90-х. Как будто держал в себе до последнего и отпустил только тогда, когда молчать уже было нельзя. Похоронили его рядом с его моряками, с теми самыми, кого он не смог спасти в 61-м. Командир вернулся к своему экипажу. Спустя почти 40 лет они снова вместе. Так что на поверхности до наших дней дожило две вещи. Стакан красного сухого, который по-прежнему наливают тем, кто уходит под воду, и память о людях, которую все-таки удалось вытащить из-под грифа, пусть и с опозданием на треть века. Вино и память, забота и цена. Те же два начала, что шли через всю эту историю, дошли вместе и до сегодняшнего дня. И все же не все вытащили на свет. Далеко не все. Про К-19 мы узнали, но осталось то, чего мы не знаем до сих пор, и, скорее всего, не узнаем уже никогда. И об этом честнее всего поговорить отдельно. Мы разобрали эту историю довольно подробно, и честнее всего закончить не точкой, а тремя пустыми местами. Тремя вещами, которых мы не знаем до сих пор. Первое. Начало. Казалось бы, простой вопрос. Когда именно вино вернулось к советским подводникам? Какой это был год, какой приказ, чья подпись? И тут в открытых источниках начинается туман. Говорят обтекаемо. После войны, в советское время, по медицинским показаниям, а точной даты конкретного документа, с которого все пошло, найти не удается. Мы уверенно знаем про царскую чарку, уверенно знаем про сегодняшнее постановление, а вот сам момент, когда красное сухое вписали в паёк подводника, остался где-то в размытой середине. Начало традиции, о которой снято это видео, само по себе точно не задокументировано. Второе. Цифры. Сколько всего подводников за годы Холодной войны получили дозы облучения? Не в одной знаменитой аварии, а вообще. По всем лодкам, по всем походам, по всем тихим происшествиям, которые не гремели на весь мир. Полного ответа нет. Часть данных так и осталась за грифом. Часть просто никогда толком не считали. Мы знаем про 8 с К-19, знаем про 9 с К-27, а общая цена в людях, здоровье, в укороченных жизнях не сведена в одно число до сих пор. И вряд ли уже будет. И третье. Имена. Полного списка тех, кого лечили под чужим диагнозом, кто молчал по подписке до самой смерти, кто нес в себе правду и унес ее с собой, этого списка нет и не будет. Мы вспомнили сегодня 8 фамилий, но за ними стоят десятки, а может и сотни других, которых никто не записал. Тот трюмный машинист, что держал воздух в отсеке. Матросы, чьи фамилии не попали ни в одну статью. Они были, мы просто не знаем, как их звали. Вот 3 темноты, которые так и остались темными. Начало, которое размыто. Цифры, которых нет. Имена, которых мы не узнаем. И, может быть, именно поэтому память о тех, кого мы все-таки знаем поименно, стоит держать особенно крепко, потому что за каждым известным именем целый ряд неизвестных, стоящих в тени за его спиной. В одном из районов есть место, мимо которого люди проходят, не всегда понимая, на что смотрят. Из земли поднимается рубка подводной лодки. Настоящая. Ни макет, ни копия. Та самая верхняя часть корабля, что когда-то резала черную воду Северной Атлантики, а теперь стоит на суше, на бетонном основании под открытым небом. Металл, побывавший там, где не выживают. Поднятый со дна морской биографии и поставленный на землю, чтобы к нему можно было прийти. Это рубка К-19. И это, если подумать, самое честное надгробие из всех возможных. Не абстрактная фигура, не аллегория. Кусок самой лодки, той, на которой все случилось. Я много думал, каким образом закончить этот разговор, и понял, что не хочу заканчивать реактором, не хочу заканчивать грифом секретности, диагнозами, цифрами, хочу закончить тем, с чего мы начинали — стаканом красного вина. Представьте его еще раз. Стальная темнота, в которой нет ни дня, ни ночи, сотни метров черной воды над головой. Гул, который не смолкает. Запертый воздух, сделанный чужими руками. И среди всего этого звучит сигнал. И молодому матросу по фамилии отдают его 100 граммов красного сухого.
Маленький теплый огонек вкуса в мире, где вкуса почти не осталось. Знак, что его помнят, что он еще человек, а не деталь механизма. Вот в этом стакане, если вдуматься, сошлась вся история. Забота, оформленная в граммы и записанная в устав. И рядом, за той же переборкой, цена, которую никто не записал и о которой велено было молчать. Государство, которое умело позаботиться о пищеварении подводника до сотни граммов вина в сутки, не сумело или не захотело назвать вслух имена тех, кого этот же флот сжег у реактора. Крохотная видимая доброта поверх огромной невидимой беды. Одно наливали в стакан, другое прятали под замок. И знаете, что не дает мне покоя сильнее всего? Что за парадными рекордами глубины и скорости, за гордостью великой морской державы, все держалось на очень простых, очень тихих людях. На 23-летнем лейтенанте, который вошел в отсек первым. На безымянном трюмном, который менял пластины, чтобы сотни его товарищей проснулась утром. На матросе, который лежал без сна и считал, какие сегодня сутки похода. Обычные люди, не памятники, живые. Просто оказавшиеся там, где от человека требуется все, без остатка. А взамен ему не обещают даже, что о нем вспомнят. О ком-то из них мы все-таки вспомнили сегодня. И если этот разговор помог хоть одному имени не раствориться до конца, значит, он был не зря. Подпишитесь, чтобы помнить. Без этого такие имена просто исчезают, тихо, без всплеска, как все исчезает под водой. А теперь я хочу спросить не абстрактного зрителя, а именно вас, лично. Почти в каждой нашей семье был человек, который надолго уходил. В море, в армию, на службу, о которой потом не рассказывал. Кто-то возвращался с флота и отмалчивался, если его спрашивали, где был и что видел. Кто-то ронял пару слов и замолкал. Кто-то не сказал так ничего и до конца. Был ли такой в вашей семье? Отец, дед, муж, брат, сосед. Тот, кто вернулся и о чем-то так и не заговорил. Может, вы что-то замечали за ним тогда, но не придали значения. Может, только сейчас, после этого видео, вы вдруг иначе посмотрите на то давнее его молчание. Расскажите о нем в комментариях. Про того, кто уходил и молчал. Пусть здесь, под этим видео, прозвучат имена, которых нет ни в каких документах. Мы их запишем хотя бы так. А рубка К-19 все стоит на своем бетонном основании. Под дождем, под снегом, под обычным небом, которого ее моряки не видели неделями. Железо, которое помнит ту ночь. И приходят к нему люди, кладут цветы к подножию. Тем 8. И заодно всем тем, кому цветы положить некуда, потому что мы даже не знаем, как их звали.